Добро пожаловать на канал про ЗОЖ. Неприятный запах от человека воспринимается лишь как гигиеническая проблема, дескать, мыться нужно чаще и дезодорантом пользоваться. А что, если запах свидетельствует об опасных болезнях? Сегодня мы хотим рассказать об особо важной информации, которая может спасти вашу жизнь. Досмотрите это видео до конца и узнайте, в каких случаях стоит незамедлительно обратиться к врачу и о каких болезнях может свидетельствовать запах тела. Но перед началом видео хочу вас попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик, так как я поставила себе цель набрать 10 тысяч подписчиков на канале до конца весны. Поэтому прошу вас помочь мне в этом. И еще не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Вам не сложно, а для меня важно. О чем говорит запах? У каждого человека есть свой уникальный запах. Он формируется из запаха пота, кожного сала и съеденной пищи. Не самый приятный букет ароматов, не правда ли? Но природой все создано так, что простейших гигиенических привычек достаточно, чтобы запах тела не был слишком резким и раздражающим. Однако бывают ситуации, когда запах становится сильнее обычного. Конечно же, в первую очередь речь идет о жаркой погоде, когда потовыделение резко увеличивается. То же самое происходит и при тяжелых нагрузках, но во время отдыха запах возвращается в норму. Как пахнет болезнь? Совершенно иная ситуация, когда сильный неприятный запах является следствием болезни. Все медицинские причины, вызывающие неестественный запах от человека, можно разделить на несколько групп. Во-первых, это болезни зубов, кариес и пародонтоз. Наиболее распространенные из них во время гниения зубов, вызванного этими заболеваниями. Изо рта слышен соответствующий запах, он очень сильный и стойкий. Во-вторых, это заболевание желудка. При язвенной болезни, особенно вызванной хеликобактер, запах можно легко спутать с вонью гнили. В-третьих, некоторые кожные заболевания также могут издавать неприятный запах. В основном это касается язвенных поражений, которые долго и тяжело заживают. Все перечисленные ситуации объединяет вони, гнили, но не только этот узнаваемый запах свидетельствует о болезнях. Есть ряд очень опасных заболеваний, которые в запущенном состоянии могут привести к смерти человека и которые также можно своевременно диагностировать по неприятным запахам. Это важно знать, ведь так можно спасти собственную жизнь. Одна женщина именно из-за такого запаха обратилась к врачу, и у нее диагностировали рак. Как узнать столь опасное заболевание по запаху? Досмотрите до конца, и мы расскажем о 4 запахах, которые свидетельствуют о большой опасности для здоровья. 4 признака болезни. Первый запах, на который стоит обратить внимание – запах мочи изо рта. От чего он может возникнуть? Это происходит при тяжелом поражении почек, когда их функция очень сильно снижается, и в организме накапливается большое количество мочевины. Это опасная ситуация, поскольку во многих случаях речь идет о необратимых последствиях для почек, и человек нуждается в незамедлительной терапии в виде диализа. При этом у него может ничего не болеть, а сопутствующую слабость он спишет на банальную усталость. Второй запах – резкий, химический – это запах ацетона. Некоторые сравнивают его с запахом перекисших моченых яблок. Опасность в том, что такой запах часто появляется при изнуряющих диетах, и доморощенные диетологи пытаются убеждать своих последователей, что это кетоацидоз, и что это вполне нормально при похудении. Правы они только в первой части своего утверждения. Запах ацетона действительно может свидетельствовать про кетоацидоз. Только нормальным это не является. Такое состояние говорит о тяжелом поражении печени, которое со временем переходит в уремию или, иными словами, печеночную кому. А это уже экстренное состояние, и не всегда человеку удается спасти. Но запах ацетона может свидетельствовать и еще об одном опасном заболевании – сахарном диабете. Однако и в этом случае он является опасным симптомом, поскольку появляется при тяжелых формах развития болезни, и обращаться к врачу в такой ситуации нужно незамедлительно. Третий запах многие вообще не считают признаком для беспокойства, а зря, а речь об изжоге. Если во время еды возникает отрыжка с тухлым запахом, то это прямое свидетельство несостоятельности пищевого отверстия, диафрагмы,
то есть его грыжи. Это нарушение приводит к постоянному сбросу содержимого желудка в пищевод. Желудочный сок раздражает стенки пищевода, из-за чего возникает их эрозия и язва. Если это заболевание не лечить, с годами оно может переродиться в рак. О наиболее опасном заболевании свидетельствует запах, схожий с тухлым мясным бульоном. Такой запах исходит от всего человека и остается в помещении даже после того, как человек из него вышел. Свидетельствует он о раковой опухоли в стадии распада. Она может находиться в легких, гортани и иных внутренних органах. Вначале тухлый запах слабый, и его ощущают только животные, но постепенно он усиливается и заметить его невозможно. При первом же обнаружении такого запаха нужно срочно посетить доктора. Для проведения профильного обследования обратите внимание на описанные симптомы и будьте здоровы! Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу, а мы на этом закончим ролик. На канале вы можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал про ЗОЖ. До новых встреч!